Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами посетим Гагаринский парк, а именно то место, где его подтопило на слиянии двух рек. Малого Салгира, который находится здесь, я сейчас на нем нахожусь, и Большого Салгира, и там именно кусок парка затопило. Мы сейчас туда придем, все посмотрим и все я вам расскажу, какая там обстановка. Вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Ну и вот так вот здесь, друзья, облагородили Малый Салгир в Гагаринском парке вот такими вот здоровыми камнями. Смотрится очень даже симпатично. Конечно же, такого полноводного Салгира я еще не видел. Именно Малого Салгира. Вот это Малый Салгир и есть. А Большой Салгир находится дальше. Но мы туда сейчас с вами и попадем. Вот, друзья, как выглядит Малый Салгир, когда он полный до краев. Конечно же, такое явление можно редко увидеть. Ну, сегодня такая именно обстановочка. Но нам еще нужно пройти практически через весь Гагаринский парк, и мы попадем уже на слияние двух рек и посмотрим там обстановочку. Так, друзья, я сюда приехал, потому что мне в комментариях написали, что Гагаринский парк затопило. И я приехал это проверить. И, конечно же, по пути к слиянию двух рек, друзья, посмотрите, здесь встречается семейство с уточками и чуть-чуть выходит Малый Салгир из берегов. Сам Салгир большой, который, куда мы попадем чуть позже, ну не может выйти из берегов так, чтобы что-то случилось в Гагаринском парке. Потому что Гагаринский парк от Салгира находится немного выше уровня. Так, друзья, это мы уже подходим к слиянию двух рек, и это у нас Малый Салгир так бушует. Ну а там дальше уже видно, как река Салгир, ну Большой Салгир будем его называть, вышел из берегов и подтопил немного Гагаринский парк. Именно с краю. Сейчас туда и пойдем. Так, ну что, хотел я подойти с той стороны, но с той стороны не получается, потому что именно там все и затоплено. Сейчас мы с этой стороны попытаемся все заснять, чтобы было хорошо видно. Образовался такой, как небольшой каскад. Это там, кстати, за заборчиком и находится сам Гагаринский парк, и его сейчас подтапливает. Так, друзья, вставлю пару кадров с дрона, потому что подойти не получается. Видимо, затопление было немного больше. И вокруг, везде земля разбухла и везде грязь. Поэтому будем снимать с дрона, чтобы было более-менее понятно, что здесь происходит. Ну, затопления обычно такие происходят ниже по руслу Салгира. Здесь это очень редкие случаи. По крайней мере, за последние несколько лет такого здесь точно не было. Было, что ЖД вокзал подтапливало, но здесь такого не было. Это, видимо, из-за того, что сейчас идет сброс воды из Симферопольского водохранилища, потому что оно переполнено, оно заполнилось до краев, и, видимо, не рассчитали, что во время дождей сбрасывать нежелательно воду, потому что вся вода, когда идет сильный дождь, и река Салгир, она и так переполняется в Симферополе, поэтому такая обстановка и получается. Но это у нас уже, друзья, Большой Салгир, по которому идет сброс из Симферопольского водохранилища. Ну а теперь мы с вами посмотрим, как выглядит слияние двух рек, Салгира и Малого Салгира. Ну и в дальнейшем, конечно же, прогуляемся вдоль Салгира чуть выше по течению и посмотрим, что там происходит и вообще какая там обстановка. Ну и вот таким вот, друзья, потоком уже после слияния двух рек, Малого Салгира и Салгира, здесь уже идет вот такой очумевший просто поток воды. Так, друзья, мы только что были с вами с той стороны, мы сейчас обошли и находимся уже на другой стороне Салгира. И здесь, конечно же, получше уже видно, как вода вышла с берегов. И как раз мы сейчас с вами пройдем на мостик, и с мостика будет вообще хорошо видно,
как затапливает парк. Да, таким Салгир я еще не видел. Вы посмотрите, вода уже практически с этой стороны тоже начинает выходить. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, это подтопило, конечно, там совсем немножко парк. Так, ну и вот, друзья, конечно же, здесь мы можем видеть уже, как вода вышла с берегов. Так, а здесь у нас под водой остались островки, такие как клумбы. Под эти деревья были сделаны. Ну и сверху, конечно же, будет лучше видно, как подзатопило эти клумбы. Ну и вот, друзья, мы еще немного прошлись по парку. Здесь, конечно, на грани того, чтобы выйти из берега. Здесь, кстати, она немного даже выходила. Но ничего страшного не происходит. Все нормально, все спокойно. Кое-где притопило мостики, дорожки. Ну, а так в целом все нормально. Только на слиянии, где две реки слияются вместе, только там немного подтопило парк. Ну, зато благодаря такой большой воде, что ее сбрасывают, вы посмотрите, как сейчас может смотреться Салгир в Симферополе. Смотрится, конечно, красиво. Благодаря тому, что деревья стоят в воде. Эффектно получилось, конечно. Здесь даже немного получилось, как будто озеро такое. Ну а теперь, почему оно все так произошло? Почему река Салгир настолько полноводная? Потому что Симферопольское водохранилище уже около месяца стоит переполнено. И периодически делается водосброс с него. И в данный момент, пока производили водосброс, пошел дождь. И во время дождя и водосброса, конечно же, река Салгир будет переполнена. И вот такая вот обстановка. И вот так вот заполненный Салгир в данный момент. Конечно же, хорошо, что нигде вроде бы здесь сильно не подтопило. Конечно же, неизвестно, что ниже по руслу. Ну, будем надеяться только на лучшее. Ну что, друзья, вот такая вот у нас обстановочка на реке Салгир. Надеюсь, видео вам понравилось. Так что не забывайте подписываться на мой Яндекс.Дзен. Я оставлю ссылочку в комментариях. Ну и, конечно же, в описании. Друзья, всем огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии и лайки. Всем добра и мира и до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!